Привет, я Света, и ты на канале Home Food. Спасибо тебе, мой друг, что ты заинтересовался именно моим рецептом. Сегодня у меня легкое вкусное творожное печенье в виде розочек. Дети сметают его мигом со стола. Уж очень оно аппетитное и ароматное. Приглашаю вас на кухню и давайте начинать готовить. Разбиваем в миску одно яйцо. Подсаливаем его щепоткой соли. Всыпаем 80 грамм сахара. И все хорошенечко перемешиваем. Теперь очередь мягкого сливочного масла. Его берем также 80 грамм. После, как все размешали, добавляем 250 грамм мягкого творога. Достаньте продукты заранее из холодильника. Пусть нагреются до комнатной температуры. Объединяем ингредиенты также при помощи вилки. Следом к муке в количестве 280 грамм всыпаем 6 грамм разрыхлителя. Смешиваем и просеиваем в два подхода к основным продуктам. Замешиваем мягкое творожное тесто. Проще это делать обычной столовой ложкой. Собираем все в комок, а затем вымешиваем руками. Слишком долго замешивать тесто не нужно. Пару минут будет достаточно. Готовое тесто получается мягким и не липнущим к рукам. Делим его на две части и раскатываем скалкой в пласт. Пласт толщиной около 4-5 мм. Вырезаем из теста кружочки. Мои в диаметре получились по 6 сантиметров. А далее все просто. Три заготовки накладываем нахлёст друг на друга и плотно сворачиваем. Разрезаем ровно посередине, и у нас получаются две печенюшки в виде цветочков. Как по мне, так это очень необычно и красиво. Моя дочка сказала: «Вау, мама, это же розочки!» Очень милые получились заготовки. Располагаем их на противень с пергаментом на расстоянии друг от друга, чтобы им было куда расти. Выпекаем печенье при 180 градусов, примерно 20-25 минут, до золотистого цвета. У меня получилось 36 штук. Обязательно готовьте, это вкусно, просто и быстро.
Получилась гора свежего домашнего печенья к чаю. Просто берите и делайте. Рекомендую. Приятного чаепития! Понравилось видео? Подпишись, прокомментируй и поделись роликом с другом. А еще спасибо за палец вверх. Заходи в гости на мой ТикТок и Инстаграм. Ссылки снизу в инфобоксе. Всем желаю удачи в приготовлении и прощаюсь совсем ненадолго. До новых рецептов. Пока-пока!